Еще каких-то 10 лет назад мировой автопром делили между собой три кита – Европа, Япония и США. Каждая школа имела свой характер и стиль. Европейцы ставили на технологии, качество сборки и престиж. Японцы завоевывали доверие невероятной надежностью и экономичностью. А американцы впечатляли размерами, мощью и харизмой своих машин. Эти три силы десятилетиями конкурировали, двигая индустрию вперед, и казалось, что расклад уже не изменится. Но в последние годы на мировой сцене появился новый игрок, о котором раньше говорили с иронией, а сегодня с уважением и даже настороженностью – китайский автопром. То, что начиналось с копий и простых бюджетных моделей, превратилось в полноценный прорыв. Китайцы сделали то, что многим казалось невозможным. За короткий срок они сумели не просто догнать мировых лидеров, но и во многом их обогнать. Электромобили и гибриды с запасом хода, которые ставят в тупик даже именитые бренды. Дизайн, который теперь задает тренды, а не следует им. Уровень технологий, от умных ассистентов до собственных операционных систем, который делает из автомобиля не просто средство передвижения, а настоящий гаджет на колесах. И вот уже привычная троица – Европа, Япония, США – вынуждены играть по новым правилам, подстраиваясь под стремительный рост и амбиции Китая. Ведь сегодня речь идет не только о ценах или доступности. Китайские компании бросили вызов самой сути автомобильного бизнеса, показав, что новейшие технологии, премиальные салоны и мощные силовые установки могут быть доступны не только для избранных за сотни тысяч долларов, но и для массового покупателя, который еще вчера и мечтать не мог о таких возможностях. Компания Zeekr, принадлежащая Geely, на автосалоне в Чэнду представила гибридный флагманский кроссовер Zeekr 9X и раскрыла его предварительные цены. Китайский автопром активно конкурирует, и бренды вынуждены подстраиваться под запросы покупателей. Так, компания, которая ранее выпускала исключительно электрокары, теперь выходит в сегмент полноразмерных гибридных кроссоверов, причем делает это так, что не только у мировых, но и у китайских производителей захватывает дух. Технически Zeekr 9X впечатляет. 1400 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 3,1 секунды и рекордный запас хода на электротяге. В смешанном цикле кроссовер способен проехать до 1200 км, размывая границу между электромобилем и гибридом. В салоне никаких компромиссов. Премиальная акустика от британской Naim, сотрудничавшей с Bentley, отделка деревом и кожей, уровень Rolls-Royce, Cullinan и Bentley Bentayga. И все это по предварительной начальной цене от 67 тысяч долларов. А выбрать можно из 3 комплектаций. И знаете что? За первый час после старта продаж поступило почти 43 тысячи заявок. Да, для многих сумма может показаться внушительной, но если сравнить с ценниками именитых брендов, где за подобное просят под 200 тысяч и выше, так что есть о чем задуматься. Давайте сразу заглянем в салон, ведь его показали впервые, и здесь действительно есть что обсудить. Zeekr 9X, как флагман модели, предлагает салон полный технологий и премиальных удобств и оснащен по последнему слову китайского автопрома. Во всех версиях использованы дорогие натуральные материалы – кожа, металл и дерево в современном минималистичном дизайне. Особенно впечатляют элементы из дерева. Это натуральный скандинавский шпон с редкой текстурой, который полируется вручную целых 20 часов. Результат – уникальное ощущение роскоши и тепла, которое буквально хочется трогать и ощущать на ощупь. Интерьер доступен в 3 стильных цветовых сочетаниях – темно-синем, бежевом и коричневом. Этот просторный кроссовер предлагает салон на 6 пассажиров. Производитель отмечает, что общая площадь салона чуть больше 6 квадратных метров. Получается, на каждого пассажира примерно по 1 квадратному метру. Просторно? Определенно. Центральная консоль Zeekr оснащена крупным блоком из 2 16-дюймовых экранов. Интересно, что покупатели могут отказаться от дополнительного экрана для переднего пассажира, что снижает цену 9X на 700 долларов. Для помощи водителю на дороге новинку оснастили 47-дюймовым проекционным дисплеем с дополненной реальностью. Для задних пассажиров предусмотрен 17-дюймовый 3К-дисплей на потолке салона.
Он может перемещаться вдоль потолка на 88 см и регулироваться по 5 углам наклона, чтобы каждый мог удобно смотреть фильмы или играть. В салоне создается по-настоящему уютная атмосфера. Центральный подлокотник из массива дерева делает интерьер стильным и одновременно функциональным. В него встроена беспроводная зарядная панель, а хрустальная поворотная ручка добавляет нотку премиальности. На втором ряду предусмотрено все для комфорта: подогрев, вентиляция и массаж сидений. Регулируемая опора для ног и функция нулевой гравитации. Сиденья почти полностью превращаются в лежачее положение, а для особых удобств их можно поворачивать на 180 градусов. Третий ряд тоже не обделен вниманием. Сиденья имеют электропривод наклона до 135 градусов и ходом по салазкам до 140 мм, чтобы каждый мог найти максимально комфортную позу. Все модели стандартно оснащены компактным, но удобным холодильником объемом 9 литров. Он умеет поддерживать постоянную температуру, подогревать и охлаждать продукты. Акустическая система кроссовера обещает стать одной из лучших в мире. Внутри 32 динамика NAEM, включая 9 объемных излучателей и 2 сабвуфера. Часть динамиков встроена прямо в подголовнике кресел. Производитель заявляет рекордную совокупную мощность системы 3868 Вт, что действительно впечатляет и ставит Zeekr 9X в один ряд с самыми продвинутыми аудиосистемами в автомобилях. Широкий частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц гарантирует чистое и глубокое звучание, от самых мощных басов до высоких и детализированных нот. Багажник автомобиля имеет стандартный объем 470 литров, достаточно для ежедневных дел или поездки за продуктами. А если захочется взять с собой все и сразу, его можно расширить до 2148 литров. Итак, пора заглянуть под капот и разберем комплектации, мощность мотора и, конечно же, сколько за это придется заплатить. Как уже упоминалось, Zeekr 9X доступен для предпродажи в 3 комплектациях – Max, Ultra и Hyper. Предварительная стоимость стартовой версии составляет $67 300. Главная фишка гибридной силовой установки всех версий – ее универсальность. Она умеет работать и в последовательном, и в параллельном режиме. Проще говоря, двигатель внутреннего сгорания не только заряжает аккумулятор, но и может напрямую подключаться к колесам. Под капотом 2-литровый турбированный двигатель на 279 лошадей, дополненный 2 электромоторами общей мощностью 897 сил. Версия Max оснащена аккумулятором на 55 кВт-ч, которого хватает на 300 км чисто на электротяге по китайскому стандарту CLTC. В гибридном режиме Zeekr 9X способен проехать до 1200 км без дозаправки. Разгон с 0 до сотни занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость у всех версий 240 км в час. С начальной комплектации кроссовер идет с двухкамерной пневматической подвеской. Она позволяет менять дорожный просвет на целых 110 мм, а максимальный клиренс достигает 288 мм для уверенного преодоления неровностей. А если нужно чуть-чуть приподнять автомобиль, всего за 7 секунд можно поднять на 30 мм. Подвеска работает вместе с двухклапанной системой непрерывного управления демпфированием CDC, обеспечивая мягкость и контроль на любых дорогах. Для безопасности и помощи водителю начальная версия Max оснащена лидаром на крыше и системой G-Pilot H7, построенной на базе одного чипа NVIDIA Drive Thor U с производительностью 700 TOPS. Средняя комплектация Ultra стоит около $70 000. По силовой установке она полностью повторяет начальную версию. Главная фишка за доплату – возможность заменить аккумулятор на более емкий 70 кВт-ч вместо стандартных 55, что увеличит запас хода на электротяге. Также в салоне появляются дополнительные удобства и элементы комфорта. А теперь переходим к вершине линейки – комплектации Hyper, где машина раскрывает себя полностью. Это топовая версия предварительной стоимостью $80 000.
В гибридной системе используется тот же 2-литровый турбомотор с тепловым КПД 46%, который работает вместе с 3 электродвигателями. Один электромотор находится спереди на 394, 2 других расположены сзади и выдают по 503 силы каждый. Общая мощность электродвигателей достигает 1400 сил, что, по словам Zikr, сопоставимо с 3 бензиновыми V12. Полноразмерный кроссовер разгоняется до 100 км в час за 3,1 секунды, несмотря на массу почти 3 тонны. Стандартно комплектация Hyper оснащается аккумулятором емкостью 70 кВт-часа, который обеспечивает 355 км пробега на электротяге по циклу CLTC. В смешанном режиме запас хода 1165 км. А благодаря 900-вольтовой системе поддерживается быстрая зарядка стандарта 6C. Результат впечатляет. Заряд с 20 до 80% занимает 9 минут. Этот показатель для обоих аккумуляторов одинаков. Представители Zikr гордо заявляют, что флагманский кроссовер заряжается быстрее, чем 99% электромобилей на рынке. Среди особенностей топовой комплектации Hyper – активный стабилизатор поперечной устойчивости на 48 вольт. Он практически борется с креном в поворотах, заставляя огромный кроссовер уверенно держаться дороги и не раскачиваться. А подвеска с искусственным интеллектом сама подстраивается под неровности, выбирая оптимальные из 10 внедорожных режимов. Еще один козырь топовой комплектации Hyper – система G-Pilot H9 с 5 лидар-датчиками и 2 чипами NVIDIA Drive Thor U с суммарной пиковой мощностью 1400 ТОПС. По словам разработчиков, это уже 3-й уровень автономного вождения. Простыми словами, в отличие от привычного второго, теперь можно не держать руки на руле и не следить за дорогой каждую секунду. Автомобиль сам берет управление на себя. Дизайн-центр Zikr расположен в Гетеборге, Швеция, где под руководством известного Штефана Зилофа рождаются образы новых моделей бренда. Судя по всему, дизайнеры Zikr явно подсмотрели идеи у Rolls-Royce Cullinan. Пропорции, элегантный английский стиль и общая подача читаются сразу. Но 9X не копия, а свой взгляд на премиум-класс. Решетка радиатора перекликается с минивэном Zikr 009. Прямоугольные фары украшены аккуратными световыми полосками, а задние фонари выделяются оригинальной кольцевой оптикой. Особый штрих – хромированный П-образный элемент вдоль крыши и стекол, который придает динамики и визуально разгружает массивный кузов. Несмотря на технологичность, у кроссовера привычные дверные ручки и зеркала – мелочь, но она добавляет особого шарма. Zikr 9X – это серьезный полноразмерный кроссовер. Его размеры такие: длина 5239 мм, ширина 2029 высота 1819, а колесная база 3169 мм. И, конечно, стильные 22-дюймовые кованые диски только подчеркивают статус автомобиля. Ну как вам? Китайский автопром уже не тот, и новый 9X – лучшее тому доказательство. Это автомобиль, который реально задает стандарты. Дизайн современный, интерьер продуманный, технологии на уровне конкурентов из Европы и Японии, а то и выше. Уже ощущается, что китайские бренды перестали догонять и начали сами диктовать правила. Особенно поражает, как современные китайские производители умудряются объединять комфорт, технологии и динамику в одном автомобиле. Честно говоря, еще несколько лет назад мы бы не поверили, что машина из Поднебесной способна вызвать такие эмоции. Но теперь ситуация изменилась, 9X готов бросить вызов многим именитым конкурентам. Он впечатляет, захватывает внимание и заставляет по-новому взглянуть на китайский автопром. Если вы все еще скептически относились к китайским авто, новый 9X точно заставит пересмотреть мнение. И поверьте, это лишь начало того, что они могут предложить в ближайшем будущем. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить крутые новинки автомобилей и свежие обзоры. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими путешествиями, а каждый поворот дороги открывает новые возможности и впечатления.
Желаем вам комфорта, безопасности и удовольствия от вождения, чтобы машина всегда дарила только позитив и уверенность. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и до следующего видео.